Сейчас я делаю нагрудник для доспеха Kunstschott von Hellingen. Kunstschott von Hellingen. Это доспех немецкого раубриттера. Раубриттер – это рыцарь-разбойник. В смутные времена в средневековой Европе именно так выживали некоторые рыцари, зарабатывали как могли, предоставляя свои военные услуги тому, кто больше заплатит. Мне нужно сделать толщину доспеха максимально приближенной к толщине исторического доспеха. А толщина нагрудной пластины спереди кирасы у итальянского доспеха, например, равнялась 3 или 2,5 мм. Поэтому я тоже возьму пластину 3 мм, 30 КГСА и начну ковать с нее. Это, конечно, сложновато, если честно, потому что для спорта, если делаются кирасы, то делают из 1,5 мм или даже 1,2 мм, а тут целых 3. Но это и понятно, в средневековье эта фронтальная часть была подвержена самым сильным ударам. То есть это или копейный удар, или арбалетный болт, или уже даже пуля из огнестрела. Поэтому всегда утолщали, делали самую крепкую зону спереди. Черновой набросок на нагрудник готов, и теперь я его перепроверяю с эскизом, который нарисован в масштабе 1 к 1. После этого я начинаю делать деталь для спины, то есть заднюю часть кирасы. В этом мне помогает механический молот, который наносит частые, но не очень сильные удары. Это помогает мне облегчить работу немножечко, но работать руками все равно приходится, потому что руками можно нанести более точные или правильные удары, с помощью которых придается правильная необходимая геометрия спине. Изначально пластина была ровная, и она была толщиной 3 мм, но после растяжки, конечно же, у меня уменьшилась толщина вот тут по центру, вот здесь. Но средневековые нагрудники имели разную толщину, то есть нагрудник по центру был всегда намного больше, более толстым, чем вот здесь, например, сбоку. Именно поэтому по бокам я буду вот так растягивать и превращать 3 мм примерно в 2 или 1,5 мм. И в этом мне поможет мой пресс. Вы можете спросить сразу же, как же могли сделать такие операции в средневековье? Ведь тогда не было электричества никакого, болгарок, дрелей, прессов не было. Я вам скажу следующее. Замена прессу была. Был так называемый водяной молот. Это молот, силу которому давала река. То есть было большое огромное колесо, которое погружалось в реку, и река толкала и крутила это колесо. А уже внутри кузницы с помощью шестеренок огромный молоток тяжеленный поднимался и всей силой бил вниз. Таким образом, мой пресс вполне можно было бы заменить на средневековый водяной молот.
человек, которому я делаю этот доспех, прислал мне слепок своего тела. Он обмотался скотчем и пленкой, и потом, когда снял эту скотч и пленку, он заклеил обратно все разрезы и наполнил наполнителем. Таким образом, у меня под рукой есть его тело, по сути. В Средневековье примерно так же работали средневековые доспешники, потому что сделать качественный доспех просто по замерам довольно трудно. Поэтому благородные и богатые люди высылали доспешникам гипсовые слепки ноги, туловища или руки, для того, чтобы доспешник уже делал идеально по телу доспех владельца. Я сделал переднюю деталь талии, и мне очень понравилось, что с прессом это делать легко и просто. Теперь я приступил к изготовлению задней детали на талию, но тут у меня поломался пресс. Из него начало хлестать масло, и пришлось разбираться, как это устранить. Меня проконсультировал мастер, который делал пресс, и сказал, что скорее всего проблема в резинках. Чтобы узнать это, необходимо вытащить шток из пресса. Сначала я думал, что это несложно, но я ошибался. Просто руками его невозможно вытащить, поэтому я приспособил автомобильный домкрат и с помощью подкладных деревяшек рычагом вытащил шток. Оказалось, что разорвало резиновые манжеты, и мне нужно приобрести ремкомплект для гидроцилиндра, который стоит всего лишь $10. Я обрадовался и начал искать. Но оказалось, что без точной марки гидроцилиндра никто не хотел возиться со мной и подбирать необходимые резиновые вставки. Обычно на фирмах, которые продают такие ремкомплекты, огромнейший выбор таких деталей. Но, как сказали мне некоторые продавцы, когда я обратился со своей проблемой, это, конечно, очень увлекательно и интересно подбирать вам вручную резинки, но нам это невыгодно. Откликнулись только на РГС Украина. Я объяснил им проблему, и мне сказали, что нужно прислать фото всех прокладок. Через 10 минут позвонили и сказали, что все есть и комплект подберут, приезжайте. Я приехал к ним с поршнем, и мне подобрали комплект резинок. Плюс посоветовали проточить поршень и дополнительно установить еще уплотнительные резинки, так как сам поршень внутри себя не уплотнен. То есть ребята вникли в мою проблему и дали советы. Токарку вообще сделали за 50 гривен, это очень мало, я был удивлен. А вообще, я мог бы им отправить гидроцилиндр по почте, и они сами бы все вытащили, заменили и поставили обратно. И я думаю, что это было бы для меня легче намного, так как вынимать шток было очень тяжело. Так что рекомендую РГС Украина тем, кто работает с гидравликой. Спасибо им огромное. В то время как другие фирмы отвернулись от меня, эти ребята помогли и дали много советов. С новыми резиновыми вставками я начал забивать шток обратно. И, конечно же, я забыл надеть деталь, из-за которой нужно было заново вынимать тяжеленный шток. Ну, мне ж скучно, целыми днями делать нечего. Шток я забил обратно и установил гидроцилиндр на пресс. И теперь я высококвалифицированный специалист по системам высокого давления. Шутка, конечно же.
главный этап изготовления кирасы в принципе завершен. Есть самая главная часть. Перед, спина и нижняя часть талия, которая формирует основную форму кирасы. Следующим этапом будет изготовление треугольной вальцовки, подвижных элементов возле рук и изготовление юбки. До новых встреч! Встань, бля. Встань, люди смотрят.